Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о капусте. Где мы только с ней не встречаемся. Она живет на грядке, на кухонном столе и даже в нашей культуре. Многих малышей нашли в капусте, облегчив логистику аистам. А кто-то этим словом называет деньги. Вот уж действительно, овощ, который сумел пробраться и в жизнь, и в речь, и в народную культуру. А на рынке кочаны лежат крупные, сочные, да и такие разные они бывают. Одни плотные и белые, а другие с фиолетовым отливом. А вот кучерявая. Еще и почему-то называется цветной, хотя цвет у нее довольно посредственный. Из капусты варят щи, делают голубцы, жарят, тушат с мясом, готовят салаты и, конечно, квасят на зиму, на здоровье всей семье. Мы едим капусту круглый год, но редко задумываемся, насколько она удивительна, и откуда она появилась, и где родилась. Вряд ли ее аист принес, а возможно капусту в капусте нашли. И почему без нее не обходится почти ни одна кухня мира? Так что давайте здесь и сейчас разберемся, что скрывается под этими зелеными слоями. Поехали! И начнем мы с классификации. Род капуста относится к семейству капустные или крестоцветные, порядка капустоцветные. В роду на сегодняшний день известно около 46 подтвержденных видов, и все они удивительным образом связаны между собой. Помимо привычной нам капусты огородной, сюда входит горчица, репа, брюква, рапс, турнепс, пакчой, пекинская капуста и множество других культур, без которых трудно представить мировое земледелие. Однако сегодня мы заострим внимание на одном конкретном виде – капусте огородной. Том самом растении, которое кормит миллионы людей, растет на каждом континенте и включает в себя целую плеяду знакомых форм, от белокочанной до брокколи. О других видах рода капуста, их происхождении, взаимосвязях и биологическом родстве мы обязательно поговорим в следующих выпусках. А сегодня капуста огородная. Когда-то это было просто дикое прибрежное растение и совсем было не похоже на капусту, которую мы знаем. Невысокая травка с жесткими серо-зелеными листьями и мелкими желтыми цветками, цепляющаяся за щели камней на скалистых берегах Атлантики, где она до сих пор произрастает в дикой форме. Да и не только там. Именно это скромное растение однажды привлекло внимание человека. Постепенно, поколение за поколением, люди отбирали листья сочнее и плотнее, сеяли семена с более крупными розетками. Так начался путь одомашнивания, продолжавшийся тысячелетия. Центр происхождения брасиколерация или капусты огородной считают Средиземноморье и Северную Африку. Около 4000 лет назад. Со временем капуста стала не только пищей, но и лекарством. В Древней Греции капусту считали растением, укрепляющим здоровье и дух. Гиппократ рекомендовал ее при болезнях, а Пифагор называл овощем, сохраняющим ясность ума. В Древнем Риме она стала главным овощем империи. О нем писал Катон Римский, государственный деятель, писатель и первый в истории автор систематического трактата о земледелии. Плиний, ученый-энциклопедист, автор знаменитого труда «Естественная история», написавший 37 книг о природе, животных, минералах и растениях. Плиний собрал все известные на тот момент сведения о земледелии и ботанике. Он писал, что римляне почитают капусту выше всех овощей и приписывают ей почти чудодейственные свойства, от исцеления ран до сохранения бодрости духа. И Луций Колумела – один из самых авторитетных агрономов античного мира, и именно от латинского «капут» – голова – произошло современное слово «капуста». С римскими легионами капуста распространилась по Европе. Капусту начали выращивать в Галлии, Британии и Германии. Легионеры передавали местным жителям способы посева и хранения, и постепенно культура стала привычной частью рациона. После распада Римской империи ее продолжали выращивать в монастырских садах, где сохраняли сельскохозяйственные знания. Так капуста заняла прочное место в европейском земледелии и к средневековью стала одним из основных овощей северных и западных регионов континента. Кстати, на Русь капуста пришла значительно раньше, чем в Европу.
еще в глубокой древности, в V веке до нашей эры, когда на берегах Черного моря появились греческие колонии. В прохладном и влажном климате Восточной Европы она легко прижилась и быстро стала частью местного быта. Уже в XI веке капуста упоминается в сборнике Святослава, одном из древнейших памятников русской письменности. С течением веков она превратилась в незаменимый овощ. Ее выращивали почти в каждом дворе, квасили в дубовых бочках, солили с морковью, тмином и анисом, добавляли в щи, пироги и постные блюда. Белокочанная капуста стала символом огорода, а выражение «щи да каша, пища наша» точно отразило ее место в народной культуре. К 18 столетию капуста распространилась по всей стране, от Балтики до Сибири, а в 19 веке русский селекционер Ефим Андреевич Грачев, работавший в Петербурге, вывел новые устойчивые урожайные сорта, прославившие русское овощеводство на всю Европу. За них он получил в Вене медаль «За прогресс», окончательно закрепив за капустой статус национального достояния. Но капуста шла дальше, распространяясь по миру. Когда европейцы начали великие морские путешествия, она стала их верным спутником. Во времена парусных экспедиций квашеная капуста спасала жизни. Она содержала витамин С и предотвращала цингу, страшную болезнь моряков. Особенно активно ее использовал капитан Джеймс Кук, который брал бочки квашеной капусты в свои плавания по Тихому океану. Именно вместе с его экипажем капуста впервые пересекла океаны и оказалась в Австралии. Здесь, в прохладных районах Тасмании, Виктории, Новой Зеландии, она быстро прижилась. Капуста стала частью рациона колонистов, а позднее привычным овощем для австралийских фермеров. В Америку она попала еще раньше, в 16 веке, с испанскими и английскими переселенцами. К концу 17 века ее выращивали по всей Новой Англии, а немецкие поселенцы привнесли традицию квашения, превратив ее в популярную еду нового света. А в 20 веке капуста добралась и до Антарктиды. На станциях Мирный, Восток и Макмёрдо ее по сей день выращивают в гидропонных теплицах. Свежие листья колеи, брокколи обеспечивают полярников витаминами круглый год. Так капуста стала единственным овощем, растущим на всех континентах Земли, от тропиков до льдов. Да и не только на Земле. Капусту выращивали и в космосе. Она вошла в число первых овощей, которые человек сумел вырастить за пределами Земли. В экспериментах на орбитальных станциях «Салют», «Мир» и позже на Международной космической станции астронавты выращивали разные растения, в том числе и капусту. Эти эксперименты были частью биологических программ, изучающих возможность замкнутых экосистем. Ведь будущие дальние полеты невозможны без свежей пищи и восстановления кислорода. На протяжении тысячелетий человек изменял капусту, постепенно превращая дикое прибрежное растение в целую группу культурных форм. Первые этапы отбора касались листьев. Люди замечали экземпляры с более мягкой, сочной и нежной листвой и сохраняли их для размножения. Так появились ранние листовые формы. Эти растения не образовывали кочана, их листья использовались свежими или отварными. Позже внимание земледельцев привлекли растения с более крупной и плотной верхушечной почкой. Постепенно отбор вел к появлению форм, у которых внутренние листья заворачивались внутрь, образуя плотный кочан. Так возникли белокочанная, краснокочанная и совойская капуста. Этот переход стал результатом длительного отбора признаков, связанных с ростом и строением розетки. И кочанная форма оказалась очень удобной. Листья в ней защищены от холода и высыхания, поэтому овощ дольше сохраняется и легче транспортируется. Изменение строения стебля привело к возникновению других разновидностей. Когда стебель начал утолщаться и запасать питательные вещества, появилась кальраби. При формировании боковых побегов с маленькими кочанчиками возникла брюссельская капуста. Наконец, у растений, где человек отбирал особенно развитые цветоносные побеги, сформировались цветная капуста и брокколи. У французского энтомолога, автора известной жизни насекомых Жана-Анри Фабра, есть эссе о капусте. В ней Фабр говорит о том, что нет другого такого овоща, который отдал бы человеку все части своего тела. И о самых распространенных видовых формах просто необходимо поговорить. И начнем мы с капусты листовой.
или кале, древнейшей культурной формы капусты, ставшей прародительницей всех остальных разновидностей рода. Человек обратил внимание на устойчивые формы с более мягкими листьями и начал их культивировать. Так появилась первая культурная капуста – листовая. В отличие от кочанных разновидностей, кале не образует головки. Листья располагаются свободно, образуя розетку. Они крупные, гофрированные, зеленого-синеватого или пурпурного оттенка. Кале выращивали уже в Древней Греции и Риме, где она использовалась в пищу и как лекарственное растение. Капуста кале отличается высокой холодостойкостью, неприхотливостью и богатым питательным составом. Именно из нее в результате длительного отбора человек и получил растение с крупной верхушечной почкой, где внутренние листья плотно сомкнуты и образуют кочан. Такая структура защищает внутренние части от холода и пересыхания, что делает капусту удобной для хранения. И эта капуста белокочанная. Белокочанная капуста хорошо переносит понижение температуры и отличается высокой урожайностью. Она неприхотлива, растет в разных почвах и регионах, поэтому быстро стала основным овощем в странах с умеренным климатом. Содержит витамин С, каротин, витамины группы В, минеральные соли и клетчатку. Благодаря этим свойствам она важна в питании человека круглый год. Из капусты готовят щи, голубцы, салаты, пироги и солянки. И, конечно же, особенно ценится квашеная капуста. Продукт естественного брожения, сохраняющий витамины и вкус в течение зимы. Помимо белокочанной есть капуста краснокочанная. Краснокочанная капуста с фиолетовыми листьями имеет единую с белокочанной родословную, выведенная, скорее всего, в Италии, а оттуда попала в Центральную Европу, где до сих пор занимает очень большие площади. Цвет листьев связан с содержанием антоцианов, природных пигментов, устойчивых к холоду и свету. По составу она близка к белокочанной, но содержит чуть больше витаминов С и К, а также антиоксидантов. Краснокочанную капусту употребляют в свежем виде в салатах и маринадах. Культура холодостойкая, хорошо хранится и выращивается в тех же регионах, что и белокочанная, но используется главным образом в салатах. А это капуста совойская, разновидность кочанной капусты с рыхлым кочаном и мягкими пузырчатыми листьями. Ее родина – Северная Италия, область Савоя, откуда она распространилась по Европе. Листья совойской капусты нежнее и тоньше, чем у белокочанной, содержит меньше клетчатки и больше сахаров. Поэтому их используют для свежих салатов и легких блюд. Она богата витамином С, калием и железом, легко усваивается и подходит для диетического питания. Совойская капуста менее пригодна для длительного хранения, но ценится за вкус и питательность, особенно в зимне-осенний сезон. А вот перед нами капуста цветная. Название цветная капуста связано с тем, что в пищу употребляют не листья, как у других форм, а соцветие, уплотненную верхушку, состоящую из нераспустившихся цветков. В старых источниках ее называли капуста цветковая или капуста цветущая, и лишь позже закрепилось привычное слово цветная. И на самом деле это не цветы в полном смысле, а мясистые цветоносы и зачатки бутонов, собранные в плотную головку. Если растение не срезать вовремя, оно действительно зацветет. Из белой массы поднимаются желтоватые кисточки мелких цветочков. Ее родина – остров Крит. Первые письменные упоминания о цветной капусте принадлежат арабским ботаникам XII века. Они называли ее сирийской капустой и отмечали ее особые пищевые свойства. В Европу растение попало лишь в XVI веке и долгое время оставалось редкостью. Оно плохо плодоносило за пределами Средиземноморья. Семена удавалось получить только на островах Крит и Мальта. Поэтому в Италии и Франции ее называли критской капустой, а семена стоили очень дорого. В Россию цветная капуста попала при Екатерине II, но выращивалась только в огородах знати. Лишь в XIX веке французский садовод смог вывести устойчивые сорта, дававшие семена в более прохладном климате, и тогда культура стала доступной повсеместно. Очень интересная капуста романеска или романская брокколи, хотя это разновидность цветной капусты. Ее отличает необычное строение соцветия. Они расположены по логарифмической спирали и образуют структуру, близкую к фракталу. Каждое соцветие состоит из меньших, повторяющих ту же форму.
Цвет светло-зеленый, вкус мягче и слаще, чем у обычной цветной капусты. Романеска богата витамином С, калием и клетчаткой. Хорошо сохраняет форму при термической обработке. И родина растения – Италия, где ее начали выращивать в 16 веке. А капусту брокколи часто называют также спаржевой капустой. Родина брокколи – Восточные острова Средиземного моря. В античности ее выращивали греки и особенно римляне, считая ценной овощной культурой. В средние века она стала популярной только в Италии, а в другие страны попала значительно позже. В 18 веке брокколи начали выращивать в Англии, где ее начали называть итальянской спаржей, а в 19 веке она распространилась по Европе и Америке. Современные же сорта брокколи происходят от тех, которые вывели средневековые итальянские овощеводы в провинции Калабрия. В пищу употребляют не листья, а утолщенные цветоносные побеги с нераспустившимися бутонами. По строению брокколи близка к цветной капусте, но имеет зеленую окраску и более рыхлые соцветия. Современные сорта отличаются высокой урожайностью и холодостойкостью. В составе брокколи витамины С, К, группы В, фолиевая кислота, кальций, железо и растительный белок. Она содержит вещества с антиоксидантными свойствами и считается диетическим продуктом. Брокколи употребляют в свежем, отварном, запеченном виде. Ее используют в супах, салатах, гарнирах и овощных смесях. Благодаря сочетанию питательности и легкости, брокколи занимает одно из первых мест среди овощей здорового питания и считается одной из самых полезных форм капусты. Капуста брюссельская. Ее особенность – образование множества мелких качанчиков на длинном утолщенном стебле. Каждый качан – это уменьшенная копия обычного качана капусты, состоящая из плотно прилегающих листьев. Происхождение культуры связано с Бельгией, где ее начали выращивать в окрестностях Брюсселя в 13-14 веках в коммуне Сен-Жиль, которая впоследствии вошла в состав бельгийской столицы Брюсселя. Отсюда и название – брюссельская капуста. В 16 веке она распространилась по Европе, а позже в Англии, Франции и Северной Америке. Брюссельская капуста отличается холодостойкостью и хорошо переносит кратковременные заморозки, поэтому подходит для выращивания в северных регионах. Она содержит больше белка, витамина С и калия, чем белокочанная капуста, и продукт богат клетчаткой и минеральными веществами, легко усваивается и считается диетическим. В пищу используют качанчики размером 2-4 см, вареные, тушеные или запеченные. Их добавляют в супы, салаты и овощные блюда. И сегодня брюссельская капуста входит в число основных овощных культур Европы. А это кальраби – культурная форма капусты, отличающаяся утолщенным шаровидным стеблем, который используется в пищу. Кальраби было выведено в результате отбора растений с утолщенным побегом, способным запасать питательные вещества. Название происходит от немецких слов «кохль» – капуста и «руба» – репа, хотя первое упоминание встречается во времена Римской империи, где оно было пищей бедняков и рабов, и широко известной в Европе стало с 16 века. Съедобная часть – стеблеплод, по вкусу напоминающий сочную репу, но более сладкий и мягкий. Растение богато витаминами С и группы В, калием, кальцием и клетчаткой. Кальраби употребляют в свежем, вареном и запеченном виде. Из молодых стеблеплодов делают салаты и супы, а молодые листья также съедобны и содержат много белка и минералов. Кальраби ценят за простоту возделывания, хороший вкус и высокую питательность. Она занимает промежуточное положение между овощем и корнеплодом, сохраняя свойства обоих. А пекинская капуста и капуста бокчой или пакчой представляют отдельную ветвь культурных форм рода брассика. В отличие от белокочанной, совойской или цветной капусты, происходящих от дикого вида огородной, эти растения относятся к виду репа. Их история связана с Восточной Азией, где они были одомашнены очень давно. Родиной обеих культур считается Китай, где их выращивали более 2000 лет назад. Здесь сложились два направления. Пекинская капуста – это кочанная форма с продолговатым рыхлым кочаном и сочными листьями, и бокчой – листовая, без кочана, с зелеными листьями и утолщенными белыми черешками. Эти растения приспособлены к короткому дню, влажному климату и быстро дают урожай, обычно через 40-60 дней после посева. Пекинская капуста стала основой национального блюда Кореи – кимчи. Ее рыхлые листья идеально подходят для ферментации. Они впитывают соль и специи, но сохраняют
сохраняют форму. Кимчи готовят методом естественного брожения, подобно квашеной капусте, и это один из древнейших способов консервирования овощей. Обе капусты отличаются высоким содержанием витаминов С, К, группы В, железа, кальция и клетчатки. Их нежная структура и мягкий вкус сделали эти овощи важной частью восточноазиатской кухни. Их используют для салатов, супов и блюд из вока. В Европу они попали лишь в 19 веке, а известность приобрели в 20. Сегодня пекинское и бокчой – универсальные овощи, сочетающие древние традиции, простоту выращивания и высокую питательную ценность. Есть еще морская капуста, и хотя по названию она кажется родственницей обычной капусты, на самом деле это не растение, а водоросль, и к роду брасика она не имеет никакого отношения. Морская капуста – это ламинария, род морских водорослей из класса бурых, обитающих в холодных морях. И она тоже употребляется в пищу, потому что крайне полезна. Капуста – одно из самых универсальных растений, применяемых человеком. Она играет важную роль не только в питании, но и в медицине, косметологии и научных исследованиях. Прежде всего, капуста – ценный пищевой продукт. Ее используют во всем мире. Варят, тушат, жарят, запекают, квасят и едят свежей. Из нее готовят щи, борщи, голубцы, салаты, гарниры и пироги. В разных странах существуют свои традиции. В Корее делают кимчи, в Германии и России квашеную капусту. Она хорошо хранится, содержит витамины, минеральные соли, клетчатку и органические кислоты, что делает ее основным овощем зимнего рациона. В народной медицине капуста известна как средство против воспаления и болей. Листья прикладывают к ранам и синякам. Сок применяют при заболеваниях желудка, печени и суставов. Благодаря высокому содержанию витамина С и антиоксидантов капуста укрепляет иммунитет и способствует восстановлению после болезней. В косметологии экстракт капусты используют в кремах и масках, особенно для чувствительной кожи. Он улучшает микроциркуляцию, снимает раздражение и придает коже упругость. Капуста интересна и ученым. Ее используют как модельное растение для генетических исследований и биотехнологий. Помимо ученых, капустой интересуются и капустницы, бабочки из семейства белянок. Многие их видели, и они хорошо известны каждому огороднику. Она не имеет отношения к самой капусте, но тесно связана с ней жизненным циклом. Ее гусеницы питаются листьями растений семейства капустных, особенно белокочанной, цветной и брокколи. И именно они наносят основной вред. Выгрызают мягкие ткани листа, оставляя только жилки. При массовом размножении способны уничтожить большую часть урожая. Так скромная бабочка, внешне безобидная, остается одним из самых известных и настойчивых вредителей огородов мира. Но всю капусту они не съедят. Что-то человеку да останется, без которой трудно представить историю земледелия. Она кормит, лечит и сохраняет здоровье миллионов людей, оставаясь такой доступной. Ведь нет ничего проще, чем салат с капустой или пирожок. Но если задуматься, капуста прошла путь от первых земледельцев у моря до космических теплиц и антарктических станций. Простое растение стало частью мировой культуры. От дикого прибрежного кустика до одного из главных овощей планеты. За тысячелетия человек превратил ее в десятки форм. От жестких листьев кале до нежной брокколи и фантастического романеска. Ее выращивают в деревнях, на полюсах и даже в космосе. И везде она остается той самой, знакомой и нужной. Такая простая и повседневная капуста. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.